Все смеялись над учеными, которые решили сажать траву в самом холодном месте на Земле. В 2017 году на научной конференции в Копенгагене седой профессор рассказывал о своем плане превратить мертвую арктическую тундру в цветущее пастбище. Зал хихикал. «Безумие какое-то», — шептались коллеги. Ведущие климатологи качали головами. Журналисты даже не записывали эту очевидную чушь. Казалось полным бредом. Зачем превращать ледяную пустыню, где 9 месяцев в году минус 40, в самый странный в мире заповедник для крупного рогатого скота? Но в январе 2025 года появились данные, которые заставили весь научный мир замолчать. Цифры были ужасающими. Третья Арктики превратилась в источник парниковых газов вместо их поглотителя. То есть регион, который должен был спасать планету от потепления, теперь сам его ускоряет. Планета буквально тает под нашими ногами, выбрасывая в атмосферу углерод, который копился в мерзлоте тысячи лет. А тот самый сумасшедший профессор уже 30 лет твердит, что он знает решение этой проблемы. Сергея Зимова называли чудаком, когда он в 90-е годы получил от российского правительства 160 квадратных километров тундры. Земли, где кроме мха, комаров и вечной мерзлоты вроде бы ничего нет. Его сын Никита рос среди этой бескрайней пустоши, где летом солнце светит круглые сутки, а зимой месяцами стоит полярная ночь. Ближайший город в 4 часах полета на вертолете. Представьте себе масштаб катастрофы. Под арктическими льдами спрятано 1,5 триллиона тонн углерода. Это в 2 раза больше всего углерода, который сейчас содержится в атмосфере планеты. Чтобы понять масштаб, если бы весь этот углерод попал в воздух одновременно, температура на Земле подскочила бы на десятки градусов. Это словно природа заложила под Арктикой чудовищную бомбу, и сейчас кто-то зажег к ней фитиль. Когда мерзлота начинает таять, замороженный веками углерод освобождается и превращается в парниковые газы, углекислоту и метан. И этот процесс уже запущен и набирает обороты с каждым годом. В аляскинском городке Шишмарефе дома падают в море, потому что береговая мерзлота растаяла. В Сибири проваливаются целые участки дорог, там, где тысячи лет была вечная мерзлота. В Канаде аэропорты буквально тонут в болоте, а каждый год Арктика теряет площадь льда размером с Великобританию. Но самое страшное – это цепная реакция. Чем больше тает мерзлота, тем больше углерода попадает в атмосферу. Чем больше углерода в атмосфере, тем быстрее нагревается планета. Чем быстрее нагревается планета, тем больше тает мерзлота. И так по кругу, пока система не рухнет окончательно. Ученые подсчитали, если этот процесс не остановить, к 2100 году из арктической мерзлоты вырвется столько углерода, сколько человечество выбросило за последние 150 лет. Многие думали, давайте сажать деревья, леса же спасают климат. Зеленые активисты требовали превратить Арктику в гигантский лес. Правительства выделяли миллиарды долларов на лесопосадки в северных широтах. В Исландии запланировали засадить деревьями четверть страны. На Аляске высадили миллионы саженцев. Но в ноябре 2024 года ведущие ученые мира опубликовали в Nature Geoscience шокирующее исследование. Оказывается, посадка деревьев в Арктике равносильно установке миллионов обогревателей прямо на полюсе. Дело в простой физике. Представьте себе 2 машины, белую и черную, под летним солнцем. Белая остается прохладной, а черная нагревается так сильно, что ее невозможно потрогать. То же самое происходит с Арктикой. Белый снег работает как гигантское зеркало, отражает солнечные лучи обратно в космос. А темная хвоя деревьев, наоборот, впитывает это тепло как губка. Посадили лес на месте снежной тундры, превратили природный кондиционер в обогреватель. Но это еще не все. Корни деревьев работают как кирки, разрушают замерзший слой почвы, где тысячи лет хранился углерод. И третья проблема – леса вспыхивают от малейшей искры, а арктические пожары случаются все чаще и горят все дольше. В Канаде исследователи замерили температуру почвы под лесом и на открытой тундре. Под деревьями было на 5 градусов теплее.
На планетарном масштабе это означает ускорение таяния мерзлоты в несколько раз. Получается, самое популярное зеленое решение в Арктике только ускоряет катастрофу. Миллиарды долларов потрачены впустую, а проблема стала только хуже. Но есть другой путь. В далекой Сибири, где зимой температура опускается до -70, а летом тучи комаров могут довести до безумия любого, живет семья ученых, которая решила переписать правила игры. Сергей Зимов – геофизик, который полжизни провел в Арктике. Его сын Никита вырос в этой ледяной пустоши и теперь руководит самым амбициозным экологическим экспериментом в истории. Они превратили кусок тундры размером с небольшой город в гигантскую лабораторию под открытым небом. Называют это место Плейстоцен Парк, попытка вернуть мир, который существовал 12 тысяч лет назад, когда по земле еще бродили мамонты. Тогда вся Северная Евразия, от Англии до Аляски, была покрыта бескрайними степями. Представьте себе африканскую саванну, только в снегу. Миллионы мамонтов, бизонов, лошадей, северных оленей, пещерных львов и волков. Это называлось мамонтовая степь, самая продуктивная экосистема, которую когда-либо знала планета. Продуктивная потому, что животные и растения работали в идеальной связке. Травоядные удобряли почву навозом, вытаптывали старую траву, давая дорогу молодой, а хищники контролировали численность стад. Получался замкнутый цикл, где каждый грамм солнечной энергии превращался в биомассу с максимальной эффективностью. Но 12 тысяч лет назад произошла катастрофа, которая изменила облик планеты. До сих пор ученые спорят о причинах. Климатологи утверждают, потеплело, стало влажнее, степи превратились в болото, и мамонтам стало нечего есть. Археологи возражают. Люди изобрели копья и стрелы, научились охотиться стаями и за несколько тысячелетий просто истребили всех гигантов. Скорее всего, сработали оба фактора. Климат ослабил животных, а люди добили. Результат оказался катастрофическим. В течение нескольких тысяч лет с лица Земли исчезли мамонты, шерстистые носороги, гигантские олени, пещерные медведи, саблезубые кошки, а без крупных травоядных рухнула вся экосистема. Степи заросли кустарником и покрылись мхом. Почва перестала получать удобрения от навоза. Без вытаптывания старой травы новая расти не могла. Природный механизм, работавший миллионы лет, сломался и больше никогда не восстанавливался. Зимовы решили повернуть время вспять. В 1988 году Сергей начал завозить в тундру животных. Сначала немного, несколько лошадей, овец, коров. Местные жители крутили пальцем у виска. Животные дохли от холода, убегали, их съедали волки. Но Зимов упорно продолжал начатое. Постепенно он нашел правильных животных. Якутские лошади, которые эволюционировали в этих краях и выживают при -60 градусах. Американские степные бизоны, потомки тех самых, что когда-то мигрировали через Берингов мост в Северную Америку. Овцы-быки с канадской тундры, северные олени, как и калмыцкие коровы. В 2023 году случился прорыв. Никита Зимов сумел договориться с датской фермой и перевез через полмира 24 степных бизона. Представьте себе логистику. Погрузить многотонных животных в грузовики, довести до ближайшего порта, переправить морем в Северный порт, потом на машинах через всю Сибирь до самого края света. Это сложнейшее путешествие заняло несколько месяцев. В том же году он договорился о завозе 14 овцебыков с Ямала. Сейчас по земле Плейстоцен-парка бродят 9 видов крупных травоядных, больше, чем в большинстве африканских заповедников. И происходит настоящая магия природы. Животные превращаются в живых инженеров экосистемы. Представьте, бизон весом в тонну проходит по тундре. Он давит копытами мох и мелкие кустики, расчищая территорию для травы. Мох в Арктике – это как толстое пуховое одеяло, которое не дает земле промерзнуть. Животные его убирают, и холод проникает глубоко в почву, сохраняя вечную мерзлоту.
Травы растут намного быстрее мха и пускают корни на метр вглубь, создавая подземную сеть, которая ловит углерод из воздуха и запирает его в земле. Зимой стада превращаются в природные снегоочистители. Лошади и олени разгребают снег мордами и копытами, ища под ним траву. Снег – это как шуба для земли, под ним тепло даже в мороз. Животные его убирают, и арктический холод сразу добирается до почвы, промораживая ее намертво. Летом яркие травы работают как зеркало, отбрасывая солнечные лучи обратно в космос, в то время как темные деревья, наоборот, их поглощают. Плюс тонны навоза – лучшее удобрение, какое только придумала природа. Получается, каждый шаг крупного животного в Арктике – это маленькая победа в борьбе с глобальным потеплением. Результаты поражают даже самых скептичных ученых. Земля с животными промерзает на полметра глубже, чем пустые участки тундры рядом. Это как разница между обычным холодильником и промышленной заморозкой. Летом температура почвы под копытами на 13 градусов ниже, чем на соседних территориях. Углерода в земле скапливается в 6 раз больше. Каждый гектар превращается в гигантский природный сейф для парниковых газов. Трава растет в 3 раза гуще, словно кто-то включил турборежим для фотосинтеза. Но самое впечатляющее – это граница парка. Журналисты, прилетающие в эту глушь, не верят своим глазам. Ограда Плейстоцен-парка делит мир пополам. Внутри – сочные зеленые луга, которые больше похожи на альпийские пастбища. Снаружи – серая унылая тундра, как лунный пейзаж. Разница настолько разительная, что кажется, будто смотришь на 2 разные планеты. Но все это только разминка. Главная мечта проекта – воскресить мамонтов. И дело тут не в научном любопытстве, как с динозаврами. Там ученые хотят воскресить древних ящеров просто для развлечений. Воскрешенный мамонт станет тяжелой артиллерией в войне против климатической катастрофы. Представьте животное весом в 6 тонн, которое может валить целые рощи кустарников одним движением хобота, вытаптывать километры тундры за день и удобрять гектары земли. Один мамонт заменит десяток бизонов по воздействию на экосистему. Звучит как фантастика из парка юрского периода, но гарвардский генетик Джордж Чорч уже работает над этим. Чорч – легенда современной науки, крестный отец синтетической биологии, человек, который помог запустить проект расшифровки генома человека. Если кто-то и может воскресить вымерших гигантов, то это именно он. И его цель – не развлечение, а спасение планеты. Мамонты должны стать живыми машинами для охлаждения Арктики. Команда Чорча анализирует ДНК мамонтов, найденных в сибирской мерзлоте. За последние годы они определили 60 ключевых генов, которые отличают мамонта от слона. Толстая шерсть, слой подкожного жира, маленькие уши, особый гемоглобин, который работает на морозе. В июле 2025 года команда Чорча совершила прорыв, создала мышей с длинной золотистой шерстью мамонта, отредактировав всего 7 генов. Мыши выглядят как пушистые золотые шарики с кучерявыми усами. Следующий шаг – проверить, действительно ли эта шерсть защищает от холода. Чорч обещает первых детенышей мамонтов к 2028 году. Точнее, это будут гибриды азиатского слона и мамонта. Животные размером со слона, но приспособленные к арктическому холоду. На 99% слон, на 1% мамонт. Но этого 1% достаточно, чтобы выжить в тундре, и Плейстоцен-парк станет их домом. Животные весом в несколько тонн смогут валить деревья и кустарники, как живые бульдозеры. Один мамонт заменит целое стадо лошадей и бизонов. Они будут прокладывать тропы, вытаптывать растительность, удобрять почву. Пока мамонтов нет, их заменяет трактор с ироничным названием «Бэби-мамонт». Зимовый используют его, чтобы валить кустарники и молодые деревья, имитируя работу настоящих гигантов. Но критики говорят, даже если мамонты появятся, их понадобится десятки тысяч, чтобы изменить Арктику. Где взять столько? Чорч отвечает, начнем с сотни, потом разведем. А технологии развиваются экспоненциально. То, что сегодня кажется невозможным, завтра станет обыденностью. Эта гениальная идея распространяется по всему миру. В Северной Америке запущена программа возвращения бизонов на прерии.
Стада, которые когда-то насчитывали 60 миллионов голов, к середине прошлого века сократились до нескольких сотен. Теперь их численность медленно растет. Уже больше 20 тысяч животных бродят по великим равнинам. В Патагонии восстанавливают пастбища после десятилетий чрезмерного выпаса овец, завозят гуанако, викуней, даже пытаются вернуть ягуаров. В Казахстане пытаются спасти сайгаков, антилоп с хоботком, которые когда-то миллионными стадами носились по степям. Их осталось меньше 300 тысяч, но через восстановление степной экосистемы популяцию удается стабилизировать. В Европе обсуждают возвращение туров, диких предков коров, которые вымерли в 17 веке. Есть проекты воскрешения пещерных львов, саблезубых кошек, даже неандертальцев. Но Арктика – самый важный фронт этой войны за климат. Исследование Оксфорда показало, что масштабное возвращение крупных травоядных в Арктику не просто экологически важно, но и экономически выгодно. Стартовые затраты – 114 миллионов долларов на создание 3 экспериментальных зон по 1000 животных каждая. Но уже через 10 лет каждая 1000 животных будет приносить 360 тысяч долларов в год только от продажи углеродных кредитов. А если арктические страны введут углеродный налог, прибыль может вырасти в разы. Получается, спасение планеты может стать выгодным бизнесом. Недавние исследования подтверждают теорию зимовых. В Гренландии ученые 15 лет наблюдали за участками тундры с животными и без них. Результат. Присутствие карибу и овцебыков сокращает потерю видов растений вдвое. Без животных исчезало почти по виду за десятилетия, с животными вдвое меньше. Животные не просто спасают климат, они спасают целые экосистемы. Они как живые пылесосы, которые убирают мусорную растительность и дают дорогу полезным видам. Но время идет. С каждым годом таяние мерзлоты ускоряется. С каждым годом из арктических почв вырывается все больше углерода. С каждым годом окно возможностей сужается. Критики говорят, это слишком медленно, слишком рискованно, слишком дорого. Зачем возиться с животными, когда можно строить заводы по улавливанию углерода? Зачем ждать мамонтов, когда можно сажать леса? Но планета уже не может ждать технологических чудес. Заводы по улавливанию углерода стоят миллиарды и пока улавливают ничтожное количество газа. Леса в Арктике горят и ускоряют потепление, а вечная мерзлота тает прямо сейчас. Животные – это единственная технология, которая работает уже миллионы лет. Они не требуют электричества, не ломаются, сами себя ремонтируют и размножаются без участия человека. Они превращают солнечную энергию в биомассу, углекислый газ в органику, а хаос – в порядок. Каждый год промедления означает еще миллионы тонн углерода в атмосфере, еще несколько градусов потепления, еще больше растаявшей мерзлоты. Пока мир спорил о том, сколько деревьев посадить и какие дорогостоящие технологии применить, группа ученых в одном из самых отдаленных уголков планеты нашла другой путь. Они поняли, иногда, чтобы спасти будущее, нужно вернуть прошлое. Они поняли, что природа уже решила проблему изменения климата 12 тысяч лет назад. Просто нужно дать ей шанс решить ее снова. И когда однажды по арктической степи снова пройдут мамонты, пусть даже искусственно воскрешенные, они будут идти по земле, которая ждала их возвращения целую эпоху, по земле, которая когда-то была их домом, и которая готова снова стать им, чтобы вместе спасти планету от жуткой климатической катастрофы.